Прокачай свой английский с приложением English Galaxy. Доступно в App Store и Google Play. Всем привет! Добро пожаловать на долгожданный разбор интервью с Джеком Оуэном. Hello everybody, and I butchered my very first line, which is good. Итак, с первой же секунды, как и ожидалось, я начал все запарывать. Обратите внимание, что я употребил выражение to butcher. И да, как вы уже, наверное, догадались, в английском языке глаголы очень легко можно образовывать от существительных, что и происходит у нас прямо сейчас. Перевод глагола to butcher примерно так и звучит. Запороть, испортить. Ну а существительное butcher, как мы с вами знаем, означает, конечно же, мясник. Is going to be a huge show on March 8th, and it's called The Opposite Sex. Yeah, this is the third time we've run it, I believe, so we're sort of well practiced by this point, know what we're doing, in theory. Да, как вы видите, интервью вышло до 8 марта, поэтому приглашение на спектакль The Opposite Sex московского английского театра Midas еще в силе. Билеты можно купить по ссылке внизу в описании, приходите, вы будете довольны. So, I was born in Bournemouth, a town at the south of England on the coast. So, imagine, in the sunny weather, it's lovely to go and relax at the beach. In the winter, it's horrendously windy. You can't carry an umbrella because it will break. В этом фрагменте мы говорим о происхождении Джека. Джек приехал из славного города Bournemouth. Произносится он именно так. Bournemouth. Тем, кто увлекается в футбол, конечно же, этот город знаком по одноименной команде из английской премьер-лиги. Город находится на южном побережье Англии, и, соответственно, акцент там тоже южноанглийский. What are the specialities in terms of phonetics and vocabulary in Bournemouth? You mean what makes the accent special, perhaps? Yeah. My accent is a bit odd. My accent is very... How can I say this? It's very rounded. It's very... You know what? At home, I would say it was very bland. People here don't necessarily think that, but I would say it's very bland. It's almost... If you ask someone from England, they would probably say I do not have an accent. That's the kind of accent I have. So my accent is vaguely from the south of England. It's not necessarily not necessarily a native like Bournemouth accent. So from my accent, I would say, like I said, it's very rounded. It's not quite RP, what we would call RP, which is like how the Queen would speak, for example. But it's a very clear, it's almost, it's a very clear, very clean accent. It doesn't have much personality, let's say that, perhaps. К слову о том, что то самое пресловутое RP, то есть Received Pronunciation, базируется именно на южных английских акцентах. Как раз мы об этом и говорим с Джеком в этом фрагменте. И Джек сам свой акцент называет rounded accent, то есть очень скругленный акцент. И также он говорит, что у него практически никакого акцента нет. Almost none. Тем не менее, дальше он говорит, что когда он встречает людей, они, как правило, думают, что он именно с юга Англии, но, как также слышно из его прекрасной речи, что акцента у него по факту никакого нет, потому что стандартизированный, так скажем, южный акцент, он, по сути, акцентом как таковым не является. See, Jordan's from up north, and you can tell the difference immediately. Now, this might just be my perspective, but I would say his accent, like northern accents in general, have a lot of, I don't know, they have a lot of personality. They have a sing-song-like quality, which, I mean, personally, I don't believe southern accents do. Some southern accents, of course, but as I said, mine is relatively neutral. А здесь мы как раз говорим о том, что северные акценты, в отличие от южных, более музыкальные и более колоритные. Здесь, конечно, можно привести множество примеров, и дальше по ходу интервью мы вспоминаем прекрасного актера Саймона Гринелла,
который в уже, можно сказать, классической серии I'm Alan Partridge, авторства Стива Кугана и Армандо Ианнуччи, играет такого незадачливого Джорди. А словом Джорди называют выходцев из Ньюкасла. Опять-таки, поклонникам футбола, конечно же, известен этот город. Это команда в знаменитой черно-белой форме. Алан Ширер там играл. И их историческое противостояние с Сандерлендом. It should be noted now, there is a growing popularity in not doing this, especially when it comes to Shakespeare productions and things like this, like classical productions. There's a growing trend of keeping your accents because it's beautiful, right? It's interesting, and especially Shakespeare. Whereas a while ago it would have been very common that everyone would speak with this fake neutral accent. Здесь Джек рассказывает про современные английские театральные тенденции, где актеров уже не учат говорить этим archaicized, как мы выяснили уже после интервью, как именно произносится это слово. В общем, суть в том, что актеров не учат говорить искусственным, архаичным языком эпохи Шекспира, а вместо этого режиссеры предпочитают, чтобы актеры говорили со своими натуральными акцентами, и современным зрителям, как говорит Джек, это нравится, потому что здесь меньше искусственности. Have you ever had in your practice to speak with a different accent? Okay, I have, but I'm really bad at this. I'm not very good at accents. Honestly, I just never learned. I never really trained in it. So it's not really my forte. I've had to do it once or twice, but never really focused or... Not my forte. Это очень хорошее выражение, может быть, немножечко претензиозно, но тем не менее, именно в Англии оно очень употребимо. Это означает «не моя сильная сторона». То есть someone's forte, слово, как мы видим, латинского происхождения, и означает «сильная сторона». Which ones did you have to imitate? Oh, gee, I can't remember. I think I had to do a from Yorkshire. I'm not going to do it now. I cannot remember at all. But I played, was it Yorkshire? I think it was Yorkshire. I played Smike from Nicholas Nickleby, and the thing is, he actually has a speech impediment as well. So I had to do a Yorkshire accent underneath a speech impediment, and it's fine because it masked my terrible accent, So yeah, but no, not really is the answer. I haven't really had to really learn another accent. Что такое speech impediment? Это очень интересное выражение, которое рекомендую запомнить. Это дефект дикции. Здесь Джек рассказывает историю о том, как он однажды в спектакле играл выходца из Йоркшира, то есть северной части Англии, и помимо того, что ему надо было изображать йоркширский акцент, он еще должен был изображать дефект дикции. Вот такая сложная роль. Haven't really tried. But if you had to, if you had a Hollywood role, which accent would be easier for you to imitate? Oh, good question. I've got no idea. I think the English accents are hard because they are wildly different. I remember in my childhood having shows, TV shows from the north, and they were subtitled and things really? like that. Yeah, things like that. So, I think that's a special case, but even so, it can happen, and there can be occasions where you won't understand people if. I'm used to it now, but definitely in my youth there were times I was like, "Where are you from?" Здесь мы возвращаемся к тем же самым северным акцентам и говорим о том, что они более музыкальны, в отличие от южных акцентов. Ну и здесь, я уже, как сказал раньше, присутствует фрагмент из серии I'm Alan Partridge, где мы рассматриваем на примере акцент Джорди, который герою Стива Кугана совсем непонятен. И дальше, если вы... Рекомендую, кстати, посмотреть эти серии. Они сейчас уже доступны в свободном доступе на Ютубе. Не знаю, насколько это легально, тем не менее, для изучения английского и понятия, что такое английский юмор, классическая английская комедия, это очень полезно, поэтому ищите на Ютубе, смотрите, вы не пожалеете. Так вот, далее по ходу этой серии Алан Партридж говорит, когда слышит акцент Джорди, I'm sorry, it's just noise. I guess I could pull off
somewhat American and Australian. Yeah? Maybe, yeah. Excellent. These are the broken airline from my truck. Go find Very some nice. kangaroos and drink some Fosters. Perfect. Can you do English then? Здесь я изображаю австралийский акцент, и я надеюсь, что этот фрагмент мы все забудем, вы мне не будете про него напоминать, и мы все просто забудем его как кошмарный сон. У австралийцев прошу прощения. Guy Ritchie. Yeah, of course. Yeah, no, wonderful accents. Yeah. Have you seen Sherlock Holmes with Robert Downey Jr.? Yeah, of course. Yeah. What do you think of his accent? Oh, gee, I haven't seen that film for a long time. I remember it being pretty good. But again, Guy Ritchie, so his writing writes into the accent, and it writes in a way that is so stylish. It's almost a how can I say, a cartoonish version of this accent, and it's a real accent, of course, but he also plays into it and exaggerates it in a really creative, really fun way. So, you know, yeah, of course, those accents from all of his films are so playful, so musical, so witty with the dialogue and snappy, you know. В этом фрагменте интервью мы обсуждаем одного из моих самых любимых режиссеров, англичанина Гая Ричи. И Джек очень тонко и правильно подмечает, как хорошо этот режиссер умеет играть с акцентами и как хорошо он понимает музыкальность этих самых акцентов. Джек здесь употребляет слово musicality, что, на мой взгляд, очень точно описывает всю суть британских акцентов, не только английских, британских в целом. The thing is both ways round, and this is a funny thing with accents, is we tend to stereotype accents and sometimes not realize we're doing it. So a lot of American actors might perform what they think is an English accent, and it is an English accent, but they'll come out sounding slightly odd. But then we're the same. We might pull out a strange American accent that doesn't really belong anywhere, but it's just vague American or vague English, and, you know, vague Russian, of course. Здесь мы обсуждаем такую вещь, как несознательные стереотипы. В частности, Джек говорит о том, что когда человеку нужно изобразить определенный акцент, здесь мы говорим про английских актеров, которые изображают американский акцент, и наоборот. И также мы здесь вспоминаем актеров, которым приходилось изображать русскоязычных в некоторых фильмах. Так вот, суть в том, что когда мы изображаем какой-то акцент, то мы несознательно начинаем проецировать стереотипы о языке или культуре тех людей, которых мы пытаемся изображать. И это, кстати, очень важный феномен, на это стоит обращать внимание в контексте нашего курса фонетики, который, я надеюсь, вы смотрите. Вы уже смотрите его? Never forget, I went to see The Shape of Water in Russia. Do you know that film from Guillermo del Toro? Yeah. And there were Russian characters in that. And this is an Oscar-winning film, right? And I remember sitting in the cinema, and when the Russian character came on screen and said a line, the cinema laughed. Like, everyone was like, what the you know, like, everyone really laughed at it, and I was like, whoa, that's crazy. This is an Oscar-nominated film, and it's clearly laughably, you know, sort of bad in some respects. Здесь мы вспоминаем фрагмент оскароносного уже фильма Shape of Water, где появляются люди, изображающие русских, и вместо этого говорят какую-то полную чушь. There was a map, a very poorly drawn map, by the way, and for some reason they decided to write names of Russian cities in Russian. Oh, right. Yeah, but instead of Novosibirsk, they wrote Novosyoyrsk. Oh, yeah. And there was also some kind of text appearing on the screen, and the military were apparently taking it very seriously. But it said "Tucha vznamzon." What does it mean? Nobody knows. Right. It's a mystery. Well, tucha means a rain cloud or a storm cloud. But vznamzon is not a word, so to this day, strange. Nobody knows what it means. Like, we try to switch keyboards into Latin symbols and type it in. It's still gibberish. Продолжая тему чуши, я употребляю слово gibberish. Именно такое значение есть у этого слова. Gibberish. Полная хрень.
That doesn't make any sense. So to this day, it's a mystery. So whoever directed it or whoever did the graphics for Independence Day, please tune in and explain it. My wife told me about an episode of Doctor Who apparently set on a Russian submarine, and she said the same. The text above the doors and on the crates just utter gobbledygook. Doesn't mean anything. Gobbledygook означает примерно то же самое, что gibberish. То есть это полная неразборчивая хрень. Слово gobbledygook было придумано конгрессменом из города Сан-Антонио, штат Техас, по имени Маури Мэверик. Он придумал это слово, когда рекомендовал своим коллегам по Конгрессу говорить чистым и понятным английским языком вместо того, чтобы употреблять бюрократическую gobbledygook. Поэтому запоминаем это слово и употребляем в свое удовольствие. Really, I wouldn't expect that from Doctor Who. I mean, it's... Come on, really? Which Doctor was it? I've got no idea. I think Matt Smith, because that's her favourite, but I couldn't tell you, man. I don't watch it anymore. Matt Smith was kind of I mean, yeah, he's a great actor, but... I gave up very early on Who. Not that it's bad if you love Doctor Who, that's perfect, that's great, Okay. but not a fan. Как объяснить, что такое Doctor Who? Серии Doctor Who — это такая же неотъемлемая часть британской культуры, как чай с молоком или черный пудинг. В общем, рекомендую вам смотреть эти серии и относиться к ним именно как к неотъемлемой части британской культуры. Кстати, играть доктора для актеров — это очень большая честь. И если в резюме актера есть графа Doctor Who, это уже значит очень многое. Of course, I hope more films come out in the cinema. That's the main thing, because we've had just a drought of entertainment, right? Yeah. Далее мы обсуждаем планы на будущее и рассказываем о том, насколько плохим был 2020 год. И здесь Джек употребляет выражение drought in entertainment. А именно, переведем дословно, засуха в развлечении. Слово drought читается именно так, и оно употребляется как в прямом значении, так и в переносном. Поэтому долгое отсутствие чего-либо, как мы в русском можем сказать слово засуха, также в английском мы можем употребить слово drought. So it's always good to see movies coming out in the cinema. But I think we've been relatively lucky, shall I say, here, in that, you know, the audiences are reduced, but there are shows here, there are events happening. So, you know, I don't think I'm going as stir crazy as perhaps some people who have had less fortunate situations when it comes to lockdown, to quarantine. Stir crazy — тоже очень интересное выражение, которое знакомо всем, кто пережил 2020 год, то есть всем нам. Что такое stir crazy и чем оно отличается от слова просто crazy? Ну, мы все знаем, что crazy означает сумасшедший, а stir crazy это более узкое значение. To go stir crazy означает сходить с ума от долгой изоляции. Именно поэтому я говорю, что оно относится, в общем-то, по большей части ко всем нам. I think Sense8 was underrated. I really enjoyed Sense8. Underrated. Давайте изучим сразу пару слов. Underrated и overrated. To rate something означает оценивать что-то. Поэтому из значений приставок under и over мы можем понять, что слово underrated означает недооцененный, в то время как overrated — переоцененный. So I'm really, I'm very interested. If this was another franchise with another director, I wouldn't be too hot on the idea. But Franchise, как мы можем догадаться, это слово означает франшиза. Но эта франшиза означает именно в контексте компании. Если мы работаем в страховании, и нам надо рассказать клиенту о временной франшизе, то есть это период, по истечении которого человек может начать пользоваться страховым полисом, то здесь мы должны употребить слово не franchise, а deductible. Поэтому запоминаем разницу между franchise и deductible и записываем их в свой активный вокабуляр. Every conversation is a real pleasure. yeah, thank you very much. This was a lot of fun. Thank you. Yeah, thank you. Ну и, наконец, концовка интервью. Как дать понять человеку и гостю, что нам было приятно с ним поговорить?
It's been a pleasure. It's been a pleasure. Большое вам спасибо за внимание к этому разбору интервью. И да, это было именно интервью. Приходите 8 марта на спектакль The Opposite Sex от театра Midas. Ну а мы с вами скоро увидимся. Подписывайтесь на канал, смотрите курс по фонетике. Приложение English Galaxy также в описании. Вроде все самое важное сказал. Скоро увидимся. Счастливо!